Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за ситуацией и за нашими встречами с Михаилом Павловым, политтехнологом. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день, добрый день. Друзья, присоединяйтесь к Михаилу на YouTube, в Telegram, ссылки в описании, все как всегда, все традиционно. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому нашему выпуску и, в общем-то, поделиться своими впечатлениями от происходящего и от того, о чем будем сегодня говорить. Михаил, начать наш разговор я предлагаю с турне Зеленского по Ближнему Востоку и, такой свиньи, которую Рубио подложил Зеленскому. Значит, пресса пишет Эксио, что они там поругались на Г7 министров иностранных дел Да. с Каи Калласа. И, в общем, это все продолжение темы «Наша война, не наша война». Пару дней назад Трамп привел слова Мерца, говорит, Иран не наш, так Украина тоже не наша. И тут Каллас говорит, вот вы, год прошел, ничего не сделали, как бы не надавили на Россию. А тут я резко ответил. Но и Зеленскому досталось. Говорит, лжет Зеленский по поводу Донбасса. США не ставили такое условие. Примечательно, что на фоне вот этого визита в арабские страны, да, Эмираты, Саудовская Аравия сегодня, как-то очень подмочена выглядит репутация Зеленского. И вот, казалось бы, вот это счастье ПВО, системы, экспертиза, как-то выглядит достаточно неуверенно на фоне очередного обстрела, очередные там 200 с чем-то дронов, Кривой Рог сегодня, Одесса и ранее, и вот эта массированная атака. Правда кажется, что, в общем, Зеленский пытается продать то, чего нет. Продавец воздуха. Как вы оцениваете его визит и вот эти, такие уже прямые, это не упреки, а прямые заявления, обвинения со стороны Америки? Слушайте, здесь, видите, все в увязке идет. Я вообще, если даже посмотреть, я всегда стараюсь наблюдать за такими вещами, за символикой. И в Саудовской Аравии его на достаточно холодном уровне принимали. По всем дипломатическим канонам, да, и политическим. Это все демонстрировало некую дистанцию. То есть, как бы вынужденная история, да, он ничего не привез, действительно. Вы совершенно точно отметили, что это история про торговлю воздухом или дождевой водой, если угодно, да. То есть, да, экспертиза есть, потому что она есть в силу обстоятельств, это правда. А что кроме экспертизы? Обещания светлого будущего и прекрасных дронов-перехватчиков? Да нету их на самом деле. Если бы они были, разве был бы, давайте так, по-журналистски, был бы вот в публичной плоскости скандал Садового и Мадяра, если бы не было проблем никаких с дронами этими самыми перехватчиками. Я уже не говорю, в принципе, про Патриот, НАСАМС, F-16, ракеты ПАК-2, ПАК-3, АИМ и все остальное. С этим стабильные проблемы. Кстати, еще одно заявление Рубио, вот буквально на сутки раньше, чем те, о которых вы упомянули, как раз об этом и говорит, что да, мы рассматриваем сейчас вариант перенаправления того, что отправляли в Европу для Украины, перенаправления на Ближний Восток. Там нужнее. И вообще это все наше. Вы что вообще решили, что вы тут можете за нас определять, чего с этим всем делать? Рубио, вот сейчас я перейду к нему, да, что называется. Рубио тут совершенно точно, мне кажется, вкладывается уже в логику, которой наверняка в непубличной плоскости между своими, что называется, руководствуется Трамп. Но это просто на поверхности. Потому что сравнить Рубио до того казуса, да, ляпа его в Женеве с Ермаком, когда план Трампа обломался, по большому счету, и Рубио сейчас по украинской проблематике, это два разных человека. И появление на переговорах в Майами его советника, руководителя аналитического, по сути, департамента, у них это называется департамент политики государственного департамента, Криса Карана, тоже показательно в этом смысле. Соответственно, я не знаю, что мог привести, кроме действительно экспертизы и специалистов, Зеленский в Саудовскую Аравию. Но, вероятно, сауды сказали спасибо за это. И декларация о том, что уже сотни украинских специалистов задействованы в странах Персидского залива, я в это верю в целом. Да? Но является ли это какой-то особой такой помощью? Является ли это какой-то особой такой эксклюзивностью? Да нет, конечно же.
Опыт, на самом деле, украинской войны изучается всеми сторонами глубочайшим образом. Да? Ну, посмотрите, американцы начинают применять против Ирана ударные беспилотники. Ну, полная калька Герани и Шахедов. Просто калька. Потому Лукасы что называются, да? Лукас, ну там, как всегда, у них аббревиатуры, у них ТЭТ, и, ну, они все это аббревиатуры какие-то там заумные, но по факту дрон один в один, что называется. Потому что современная война, которая имеет наибольшую, скажем так, интенсивность и динамику и масштаб, это, к сожалению, война на Украине, и именно там сейчас передовой план, что называется, военной науки и техники. И вот Штаты при наличии всех этих грозных, сумасшедших риперов берут просто это поделие дешевое и понимают, что вот это бог войны сейчас. Он вот так вот выглядит. Поэтому, экспертиза прекрасна. Но все, и европейцы, и британцы, и американцы, и китайцы, и россияне, и иранцы, все изучают эту войну детально и глубоко. До мелочей разбирая на запчасти. Навыки хорошо, понимание интуитивное в силу огромного опыта, безусловно. Ну и все. Поэтому уедет он оттуда ни с чем. И не будет никаких контрактов. Но все же прекрасно знают, как они кинули, мы рассказывали, обсуждали неделю назад. История с подписанными контрактами компании Эрика Шмидта. Они просто кинули. Деньги там зашли, а по факту готовых масштабированных производимых производственных объемов изделий нет. Дроны-перехватчики. Их просто нет. Повторюсь, была бы эта вся история, когда Садовой вызверился, по большому счету, на помощников за то, что пропустили все, что можно было пропустить. И Мадяр потом начал в формате антикриза вещать про 16 неперехваченных, а при этом мониторинговые паблики сутки до этого рассказывали про 800 плюс дронов, а Мадяр сказал просто про 500 с копейками. И если брать его статистику, 560, там или что-то он называл, 16 как бы красиво, да. А если брать 800, о которых он не говорит, то это уже 316 получается, не перехваченных из 800. И это уже совсем другая канитель. Да елки-палки, там только во Львове и области было, точно больше 10-15 прилетов. Точно, зафиксированных даже. О чем он говорит, про какие 16? Это, да, вот конкретно тот налет, скажем так, там ведь было не только Львов. И все продолжается. Поэтому, конечно же, дождевая вода, конечно же, воздух, конечно же, пустая история совершенно. И вот теперь про Рубио. Вероятно, у них вечно этот тяни толкай. Конечно, сильно завязано еще и на внутрикомандные отношения и на выборы 2028 года. Тяни толкай внутри команды Трампа. Есть Венс, и люди на него проецированы и ориентированы. Есть Рубио, да, как потенциальный тоже кандидат 2028 года. И люди на него ориентированы и проецированы. И вот совершенно точно, что в связи с иранским кейсом акции в глазах Трампа Венса подснизились сейчас. И появление Карена, да, вот на переговорах не случайно. Это впервые, повторюсь, с Женевы с осени 2025 года представитель Госдепа там присутствует. Нет, там был Гринбаум, но Гринбаум специалист по сделкам слияния и поглощения. Его подтягивал конкретно Уитков. Они вообще давние знакомцы по рынку недвижимости, по всем этим проектам. Это была история про фонд восстановления, про вот это вот все, что называется. И программы с Россией. По Big Deal, так называемые. А вот появление Карена, а еще больше тот отчет, который, как мне подтверждают на самом деле инсайдеры, достоверно, точнее информация из отчета Карена, которая появилась в украинском медиапространстве, достаточно так локально, скажем так, всплыла, она достоверная. И отчет этот Карена, который был подан потом на Трампа, говорит как раз о том, что, совершенно точно есть повод у Трампа и, как следствие, Рубио вот так себя вести в отношении украинского вопроса. Потому что то, ради чего их, прямо говорим, вызвали на ковер в Майами, а это так и было. Хотя, я повторюсь, представители делегации украинской, это все люди абсолютно ориентированы именно на Штаты, на посольство Соединенных Штатов. И Умеров, и Буданов. Они люди, ориентированные на Штаты. А Арахамия еще в большей степени ориентирован. Возможно, только Кислица, человек, который так ориентирован на Ермака и в меньшей степени штатовский, что называется. Но при всем при этом то, что они там декларировали, а по информации это три ключевые истории. Первое, они пытались обменять проведение выборов на Украине осенью 26 года, президентских, совмещенных с референдумом. Причем предлагали в даты, когда будут выборы в Конгресс. Типа это сработает на избирательную кампанию республиканцев. Мягко говоря, сомнительный тезис.
Ничего не получилось еще в первый день, и поэтому вечером первого дня переговоров было это достаточно истеричное заявление Зеленского про то, что Путин не хочет военного мира и тому подобное, а потому что просто тезис о невыведении с Донбасса, который пытались обменять, не прокатил. Американцы сказали: подождите, это не обсуждается, мы вас, собственно, и вызвали для того, чтобы вот эти вот самые болезненные точки обсудить. А весь второй день обсуждали они еще более интересные вещи, по моей информации. Собственно, эти сливы определенные подтверждают, полностью корреспондируют. Первая история. Украинская делегация устами Буданова задекларировала, что у Украины, внимание, есть деньги, люди, все необходимое для снабжения армии для войны в течение 2 лет. Американцы, как люди, достаточно неплохо понимающие ситуацию в каждом из этих 3 вопросов, Украина, мягко говоря, были удивлены, скажем прямо, что серьезно, на 2 года у вас есть. И вторая история, которая является прямым производным вот того самого визита в Лондон и Мадрид, о котором мы тоже говорили, где упоминалась история про масштабирование атак на морскую экспортную инфраструктуру России. В первую очередь на танкеры и газовозы, то есть эти самые морские дроны. Почему в уравнении появилась Испания как удобная площадка по Средиземному морю и по Атлантике, ну и плюс по проливам континентальным. Вторая история звучит следующим образом, что с помощью морских дронов, с помощью ракетной программы «Фламинго», а также ряда еще «Фламинго», я напомню, тоже завязано на самом деле на Лондон, на Эмираты, то есть это такое поделие, мягко говоря, не вполне украинское, и пока не очень понятно, насколько производственный цикл масштабирован. Но задекларировано было, что программа расширяется, существует не только, мол, эта программа, и было сказано следующее, что в течение 26 и 27 года Украина сможет сократить объемы доходов бюджета России от экспорта углеводородов на 30-40%. Вот такая история была задекларирована. Параллельно с тем, что, мол, у Украины есть на 2 года все, что нужно. При этом речь шла, естественно, о танкерах и газовозах, речь шла о портовой перегрузочной инфраструктуре, речь шла о нефтегазопроводах, речь шла про НПЗ, вот про все ровно то, что мы наблюдаем даже и в последние дни. И атака на танкер турецкий в Черном море, и атака по Услуге и Приморску. Это все в этой логике. Совершенно не случайно. И цифра, конечно, я хотел бы отметить, вот эта, которая Reuters она кочует. Вот я только хотел сказать, что совершенно не случайно в тот же момент появляется заявление Reuters, сообщение. Хотя, эксперты сразу оценили, что это, если совокупно и в периоде, то да, наверное, до 40%. Это не единовременно 40% экспортных возможностей России были ограничены или остановлены. Но смысл в том, что цифра это треть российского углеводородного экспорта, доходов от него, если их купировать, то это гарантированно приведет к серьезной экономической и финансовой турбулентности внутри России, а соответственно к рискам дестабилизации. Эта история кочует из доклада в доклад уже лет 10, как по мне. Но вот в самых разных, причем и Бундесвера, яйцеголовые институты заявляли эти цифры в своих просчетах, там, в каких-то моделях они используют эти 30% ограничения экспорта. И Atlantic Council, и Foreign Office там заявлял подобные какие-то вещи. И Chatham House круглый стол один раз. То есть оно прям вот живет у них там. Причем это давно было посчитано, опять же, лет 10 назад. И мне кажется, давно уже не учитывает контекст. Например, такую простую вещь, как измененное российское налоговое законодательство 2024 года. Наши коллеги, по-моему, с вами даже писали об этом. О том, что налогооблагаемая база – это добыча, она не завязана на экспорт непосредственно. Компании платят, как только добыли. Они не платят с экспорта. И отсюда вот эти все вещи, да, которые... Плюс история о том, что меньше на рынке, дороже цена и компенсация, это тоже очевидно. Но при этом, я повторюсь, это ключевой тезис, с которыми переговорщики туда поехали. Понимаете, тут же очень интересный момент сейчас происходит. В соцсетях раскачивают эту историю, типа опять включают эту песенку «Выходи гулять со мной», 29 марта, какие-то митинги, это все под соусом, вот этого чебурнета,
отключения интернета и вообще вот этих всех, скажем, вещей. Но с другой стороны, если так грамотно подойти, и действительно аналитики в Spectator был материал достаточно Да. подробный по этому поводу, говорят, что, ребята, смотрите, тут же как, атаки — это дело нефтяников. Ну, потому Да. что они, вот эти объекты в частных руках, эти люди, которые ими владеют, понятно, они завязаны на государство, на ФСБ, на все вот эти структуры, это Кремль, А гадалки где не в ходи. мире не на государство завязаны эти бизнесы? Это такой вопрос. Но очень важно. Ну, как давайте, раскошеливайтесь, ставьте мобильные системы. Эта дискуссия давно, кстати, в Российской Федерации идет. То есть ты же зарабатываешь военные заказы, если это военный завод, или нефть, если это погрузка, это твое дело. Хоть бери тюки или там большие бочки, грузи на ослов и вези куда хочешь. Это уже как бы ваше дело. Да, И да. вы же видели тоже очень параллельно, я прям заметил, раскручивают ту историю, что вот там на заседании форум «Россия», по-моему, Ну да, да, бывает. Да. бизнесмены как-то... РСПП, это Российский союз промышленных предпринимателей. Да, и Форум. вот это вот бизнесмены говорят, вот, Путин говорит, давайте скиньтесь на войну, потом говорит, да нет, это бизнесмены сами предложили скинуться на войну, и все как бы очень живо это обсуждают. То, что идет определенная раскачка внутри России по теме вот этих ударов и по теме экспорта и нефти и всего остального, однозначно. Да, естественно, К всегда чему будет это, такая к вещь, чему да. это все ведет? Как вы оцениваете этот момент? Потому что кроме абсолютно военных, геополитических, а это тоже важно, потому что если атака со стороны Евросоюза, а Путин собирается в бесы, очень так миролюбиво говорит, не мы начинали, мы готовы к взаимодействию, то есть тут еще идет политический разгон. Какие перспективы и шансы шатнуть, так сказать, положение дел в России? Смотрите, это очень похоже в подходе европейцев, мы тоже об этом говорили. Вот логика «делай, что должно». То есть они не очень-то даже верят, что получится, но другого-то выбора у них нет. То есть у них безальтернативщина. То есть мы это тоже обсуждали, что им нужно качать Россию, и они будут по возможности качать. Давайте так. Агентурные возможности и сети, которые строились особенно начиная с 90-х и нулевых, они, конечно же, не выкорчеваны совсем до конца, естественно. Есть в российском обществе какая-то толика недовольных? Конечно же, есть. Вызывают отдельные решения, особенно связанные с социальными медиа, телеграммом, тому подобное, какую-то реактивную реакцию общества? Да, конечно же, да. Но при этом совершенно точно не существует на сегодняшний день факторов, которые можно было бы, я как политтехнолог мог бы с уверенностью называть именно дестабилизирующими. Такие, чтобы общество прям качнулось, почувствовало себя на грани пропасти, что называется. Ну, вы знаете, это та история, как, например, как киевлян подвели с этим зверячим победтям, когда кажется, что дальше за этим пределом что-то совершенно запредельное и ужасное. И тогда люди выходят и говорят, да как так, вы что, с ума сошли вообще? Вот этого сейчас, такого базиса, просто нет никакого в России. Да, на что расчет? Вот мне довелось почитать одну записку, скажем так, не вполне публичного характера, относительно настроений на Банковой, январь-февраль, например. Значит, анализ, предоставленный, в первую очередь, как раз западными союзниками Украины, ну, я так понимаю, что это консультанты британские, Банковой и Зеленского, формулировали тезис следующим образом, что вся совокупность экономических негативных явлений в российской экономике в течение 2026 года, к концу 2026 года создадут предпосылки для пересмотра российской властью, но вот переговорного процесса в пользу как бы большей, скажем так, сговорчивости, что называется, якобы накапливающиеся годами негативные факторы, вот к концу 2026 года максимально будет иметь кумулятивный эффект, синергетический эффект, да. И как пишется в этой записке, начавшаяся иранская война, которая была в первые дни воспринята украинским руководством на ура совершенно точно, уже через неделю привела к совершенно паническим настроениям на Банковой, потому что стало понятно, что работает она чисто в плюс как раз на стабилизацию российской экономики. Вот просто мощнейший буст. Причем последствия, даже если возьми, оно все завершись прямо сию секунду,
будут иметь уже долгосрочный характер, который будет иметь протяженность до года, не менее. Там целая вся совокупность факторов. И, соответственно, все их блестящие ажурные планы на пересмотр российским военно-политическим руководством к концу 2026 года отношения к переговорному процессу просто рассыпались в прах. Рассыпались в прах. И именно поэтому в том числе состоялся визит Зеленского в Лондон. Будем говорить прямо, очередной визит вассалитета, я бы его так называл. То есть там поручкаться со Стармером одно, а вот подарить подарки Карлу Третьему, присягнуть по большому-то счету в очередной раз. Но это очень показательная история. И вот, тем не менее, принято решение, что смогут вытянуть всю эту историю. Да, приходится рассчитывать не конец 26-го, а, вероятно, конец 27-го. Конечно же, они будут работать с внутриполитической ситуацией в России. Эта работа была, есть и остается. И идет, прямо скажем, я с пониманием говорю, идет, прямо скажем, не публичная, закрытая война, противодействие сторон, скажем прямо, по национальному, конфессиональному признаку, экспорт, точнее, в данном случае, экспорт в Россию экстремизма, будем прямо говорить, ваххабитского толка, да, который прям просачивается в полный рост. Много-много-много факторов. Хотя несистемная оппозиция, которая, если говорить еще лет 5 назад, имела определенное влияние на настроение в России, она в России отсутствует как фактор. Поэтому, как по мне, как политтехнолог, могу сказать, не существует сейчас факторов, и не видно, чтобы они могли появиться. Если будет так, как есть. То есть расчет этот, о котором много за последние года 3 они и системно говорила украинская власть, что мы ждем, что там новая волна мобилизации. Кстати, вчерашнее заявление Медведева. Не нужна новая волна мобилизации. Как раз в пику этим самым ожиданиям. Разрушение экономики, стагнация или затяжной кризис. Все эти внутренние противоречия. Да не будет того, на что рассчитывают европейцы и украинская власть. Они собрались воевать 2 года? Хорошо. А что они через 2 года получат по итогу? И вот теперь возвращаясь к этому докладу Криса Карана и этого слива, в котором прямым текстом говорится, что надо попробовать оказать все еще давление новой какой-то системы на Зеленского, а мы возвращаемся тогда к этой истории с Тулси Габбард с заявлением про попытку влияния Украины на выборы в Соединенных Штатах 2022 года. Это очень серьезный сигнал на самом деле. И если в докладе Карана значится следующее в виде рекомендаций. Если не получается, до конца мая поэтапный выход Соединенных Штатов из чего? Из переговорного процесса. Что вчера, по-моему, Рубио, да? Когда это G7 даст в этой перепалке с Каллас. Уверены, вперед, мы выходим из этой игры. Так это и ровно про это, потому что это внутренний у них консенсус. Если сейчас, условно говоря, за апрель ничего не произойдет, никакого продвижения, Штаты к лету выйдут из переговорного процесса. С другой стороны, Михаил, мы об этом долго тоже говорим. Да. Тоже долго говорим. Но, тем не менее, Рубио говорит, да, наше оружие, в общем, пока мы не применяем, пока не ограничиваем, пока не перенаправляем вооружение. Про разведданные все молчат. Стойте. Тут тоже надо трезво посмотреть на этот момент. А по поводу, сейчас мы разберем и Донбасс, вернемся к Донбассу и к полю боя, и внутренней политике в Украине, тоже очень интересные там процессы так наблюдаются. Да. Михаил, чтобы по России завершить ваш ответ, вашу мысль. Слушайте, вот эти носки, Кока-кола в кармане, Анна Паулина Луна, которая Дмитриев когда-то, помните, приезжал, дарил конфетки с цитатами Путина, которая провела экскурсию. Воспринимаются многими как, условный такой старт нового USAID, потому что, давайте по-честному, слушайте, они ж ничего не решают. То есть внешняя политика, понятно, там Лавров, Зеленский, Лавров, Путин, да, то есть, мы понимаем, внешняя политика. Но контакты, вот эти все экскурсии на фоне обостряющейся ситуации, а ситуация острая на самом деле, сейчас мы перешли, это просто мы не оцениваем. Для этого нужны цифры, а цифры дают позже, поквартально примерно. На самом деле огневое воздействие по тылам усилилось, эскалация налицо по войне. Да.
конкретно Да. по воздушной войне. И на фоне этого, простите, вот этот визит воспринимается как нечто такое, ну, скажем, ну, курьезное, как минимум, а как максимум, то чуть ли не предательское по отношению к российской образной системе власти. И вот эту башню, которая за там, диалог, сотрудничество, прорыть тоннели между Америкой и Россией, да, ну, как бы уже как-то так брезгливо даже где-то воспринимается. Ну, по-разному. Слушайте, внутренняя политика России давно в целом как бы устаканена. Эта история уже 2 десятка лет. Конкуренция разных взглядов была, есть и будет. Это совершенно точно. И я бы по-иному воспринимал эту историю. Это заполнение информационного вакуума, при этом с невозможностью на самом деле разорвать этот диалог, потому что в нем заинтересованы обе стороны на сегодняшний день. Но так или иначе. И по части разведданных, тогда. Но то, чем сейчас совершенно очевидно занимаются европейские столицы и Киев, а это прямым образом подготовка к разрыву Соединенных Штатов, это воочию видно, в том числе и по разведданным. Говорит в пользу того, что есть такая перспектива не иллюзорная. Ну да, конечно, по сей день Штаты доставляют эти данные, и они являются определяющими на сегодняшний день по ситуации для украинской армии. Определяющими. Точно так же, как условия, средства связи Starlink. Точно так же. Но это может закончиться. Конечно же, у Штатов есть своя логика. Никто не отменял логику, выгодную для Трампа и его команды, наличия Украины как оказывающего на Россию давление фактора. Даже в рамках их собственных переговоров между Вашингтоном и Москвой. Они не снимают эти возможности и не снимают с себя эту помощь только потому, что понимают, что это помогает им давить на Москву. Все прекрасно, многоуровневая история. И все это отлично понимают. И с поставками. Ну, слушайте, Рубио заявляет, да, о мониторинге европейский, да и медиа европейские пишут о том, что уже пошел возврат части того, что было передано в рамках программы ПУРЛ. Ну, Рубио ведь дипломат. Дипломаты ведь не всегда говорят прям правду, правду, правду. Они для этого, собственно, обучены говорить вот таким вот дипломатическим языком. Это ведь даже, собственно, расхожее выражение дипломатический язык. Поэтому выход из переговоров более чем реалистичен. Означает ли это разрыв Киева и Вашингтона в полной мере по части военной помощи? Да не факт, что означает. Тут я с вами согласен. Этот вопрос будет более продлен, если он состоится вообще. Но прекратить участвовать как организаторы, а Штаты именно так себя преподносят, этих переговоров, которые неуспешны, это требования, ну, будем говорить прямо, политтехнологов избирательной кампании республиканской партии. Не занимайтесь до выборов тем, что приносит только шишки и обломы. Нахрена вам это нужно, если мы там просто говорим, а на нас кладут с пробором из Кривого Рога? Зачем вам это нужно? Выйдите из этой истории. И они это сделают. Но там же, в том же документе, история о том, что в конце года вернуться к переговорам с организующей ролью Соединенных Штатов. Потому что контекст будет иной, а он будет иной. То есть, смотрите, ситуация с Донбассом. Донбассом как поводом для того, чтобы войну продолжать для Зеленского и как определенным триггером. Как разрулиться? Получается, что на поле боя сейчас вот там публикуют и тиражируют военного, который говорит, ну просто делится в соцсетях, украинского военного, видимо, он там ездит на ротации, заезжает, говорит, Славянск, Краматорск не узнать. Людей по-прежнему много, но кабы, дроны, теперь FPV-шки, то есть уже как бы активно. Там ерунда-то осталась. Да. И мы просто видим, как на глазах город умирает. Внутри вроде как мало это ощущается, но вот так со стороны, если наездами тут там бывать, то и один, и второй город, они, ну скажем так, теряются. И я вот тут ввожу в обиход, ну стараюсь аккуратно, по крайней мере, вот что означает потеря города.
потеря города это не означает физическое там его, ну, скажем так, утрата и наличие там российских войск, ну и так далее. Потеря города, он в принципе уже потерян, даже когда там, ну, условно гарнизоны. Шахты, вот я привожу примеры, сравниваю, например, с Добропольем. Флаг украинский, украинский, а что там в Доброполье? Ну вот что там? Все, шахт нет, люди там, единственное, что это все переформатируется, жизнь вообще населенного пункта под то, чтобы обслуживать ВСУ. Ну там где-то шину прикрутить, там надуть, колесо прикрутить, да, там что-нибудь там приготовить. Нет, это уже фортификационные сооружения, и не более. Не-не, я имею в виду жизнь города. Так жизни там нет уже. Точно так же и в Славянске, и Краматорске. Слушайте, но совершенно очевидно, что, вероятно, да, военным путем будет ситуация изменена. Совершенно очевидно. Мнимая медлительность, она именно что мнимая, это новая война, она вот так вот выглядит, с учетом тотального наличия дронов, да. Но мнимая медлительность не отменяет того, что вялотекущий процесс развивается в одном очевидном направлении. И там алармистские заявления, например, с недельку назад того же мэра Днепра, да, Филатова, о том, что Днепр очень скоро может стать линией фронта. Так это же тоже какая-то проекция из его внутреннего общения, того, которое не публично, с военными, где-то с Киевом общение, где-то со службистами, наверное. Это та картина, которая в голове появляется, она просто приукрашена, естественно. Естественно, приукрашена. Но это реальная оценка. Я не знаю, половину вот времени, прошедшего с начала года, украинская власть заявляла про контрнаступательные мероприятия и операции, якобы призванные сорвать наступление России. И чё? Вот они стерли все, что у них было где-то в районе Днепропетровской области, а у Украины давно нет резервов. Это все блажь, это все неправда. Нет никаких резервов, нет никаких ресурсов дополнительных. Просто перетасовывание. Чаще всего это просто снятые на перегруппировку части, которые до истечения этого самого плана перегруппировки и переформатировки отправляются снова куда-то. Ну и что? А следствие раскрытия кубышки консервы Киева по части мобилизации. Мы же наблюдаем эту воочию эту историю с максимализацией всех процессов, такие, которые были в Одессе, Виннице, Львове, Луцке, Днепропетровске, везде. А сейчас в Киеве также метут. Нет, там была бусификация, конечно же, мы же мы же вменяемые люди. Но заявление официальное и неофициальное о том, что стало много больше всего этого. Так Киев давно рассматривался Банковая как консерва. Консерва по части мужиков под мобилизацию. Туда еще и ехали за работой люди. Ну, объективно. Все-таки столица, как бы там ни было. Вот вам прямая проекция произошедшего на Днепропетровском направлении, Днепропетровской области. Вот вам ваши контрнаступательные действия, что вам сразу... И вы тогда же сразу же поднимаете план до 35 тысяч. Это не потому, что 30 собираете, а вот надо бы еще 5. Это потому, что 30 вы не собираете. Но если вы ставите 35, вы зажимаете все мягкие филейные части уже тем людоловом, который внизу, прям по всей вертикали, спускаете завышенный план еще больше. А, соответственно, они должны выкручиваться еще больше. Ну, подождите, я вот вижу, как, ну, там, очередные вещи, то там с годовалым ребенком засунули Да, ну это вообще какой-то бред. сотрясение мозга у ребенка. У ребенка, это что? Ну, что они делают, я не могу понять. То есть высадили там черти где, надо было километры топать. Ну, то есть ужас, конечно, что происходит. В Одессе отстреливались, убили мужика. Начали, посмотрели, а что ж там за мужик? Ну, может, какой ССЧшник, может, какой головорез. Вот в Харьковской области накрыли ж там двоих ССЧшников, а они мобилизованные с тюрьмы. Ну, то есть уголовники. Классик. И там двоих убили, в общем, грозит пожизненно, и СЗЧ, и убили, короче. То есть, может, он такой мужик? Посмотрели, да нет, обычный водитель. Обычный, Гречко-Сі обычный, как у Шевченко Тараса Григорьевича. Гречко-Сі обычный, как и 99% других таких же. Доведенные до отчаяния люди. И получается очень такая, ну, очень тяжелая на самом деле реальность внутри, да, на земле.
Да. которая сталкивается с невозможностью, скажем так, обеспечить фронт. И вот у меня такой вопрос. Нет, Люди можно. же ругаются, матерят их. А, Михаил, но так рано это или поздно придет к тому, что эти группы ТЦК будут мобилизовывать друг друга. Тут, знаете, вот я вот пребываю достаточно длительный период в раздумьях на этот счет. Ну, мы с вами тоже обсуждали, что они привлекают криминалитет, ну, те самые по гражданке люди одетые, которые помогают. У них уже достаточно выстроившиеся системные, ну, где как, конечно, но тем не менее кризис отношений с полицией. Полиция далеко не всегда помогает им, больше чаще стараются не помогать. Вот. Но с другой стороны, вот посмотрите, ну начни они сейчас массово снимать этих людоловов и отправлять на фронт. А ловить кто будет? У них неким ловить. То есть у них неразрешимая патовая ситуация, понимаете? Людей не хватает, и чтобы их было больше, надо ловить больше. Чтобы ловить больше, надо больше людоловов. Понимаете? Но людей не хватает, и людоловов надо отправлять на фронт. Как в том анекдоте, это какой-то замкнутый круг, понимаете? Ну, вот у них не раз... И тут появляется весь такой на белом коне, в красной папахе Федоров и рассказывает, что у нас будет по-новому реализована мобилизация. Честно говоря, с нескрываемым удовольствием и попкорном жду официальных разъяснений, что называется. Это как вы собираетесь по-другому ловить людей? Как вы собираетесь по-другому, гуманно загонять людей в мясо, в окопы? Вот просто интересно. Ну, вчера был такой, скажем так, фальстарт. Одна из депутаток Адию. говорит, да, что повестки в ДИИ, а потом это все быстро-быстро опровергли. И слушайте, я с удивлением узнал, оказывается, у ДИИ есть пресс-служба. Они прям так быстро вскрылись, говорят, не-не-не, вы что, вы что. Я вот топчусь вокруг этого, опять-таки, в своих размышлениях, там, анализе, эфирах, и со зрителями в шуме, и просто... Слушайте, но есть, получается, что-то, чего они боятся? Но вот Конечно. есть какие-то нормы или какие-то, не знаю, какие-то вещи, есть, там, нельзя назвать там в чистом виде глубинным украинским государством, но вот что-то же они, чего-то они стесняются, хотя уже происходит все в Украине в отношении вот этого людоловства, но чего-то все-таки стесняются. Может быть, это что-то и будет ключиком к переменам в украинской политике? Мой без лишней скромности огромный опыт работы на верхах украинской политики, да и вообще украинской политики. Я с 97 года, да, там, депутатом, помощником депутата был Рады. Говорит в пользу чего? Даже если власть и власть придержащие чего-то обоснованно опасаются, но всегда, я не помню ни одну украинскую власть, которая действовала иначе. Всегда они действуют в логике сакраментального анекдота. Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Ну вот реально. Боятся они, что взорвется ситуация из-за бусификации. Боятся они, что при любой искре, достаточно серьезной и, подчеркиваю, организованной искре, будет мгновенный подхват народа уже, который просто воет, как устал от войны и всего этого, и уже во многом экстраполирует и на несговорчивость Зеленского это свое чувство. Боятся? Да, конечно же, боятся. Больше того, они все это видят в социологии, в закрытой социологии, в фокус-группах, которые они каждый месяц делали и продолжают делать. Причем минимум 3, максимум 6 агентств для них это делают. По-прежнему для Ванковой каждый месяц. И они еще и сопоставляют эти данные. Отсюда все эти заявления Зеленского, и употребление слова «бусификация», и заявления Федорова, и раскрутка темы этой. Да послушайте, очевиднейшая вещь. Вся социология показывает, война и изуверская бусификация – две ключевых проблемы. Третья – это нищета и развивающаяся безработица, и все-все-все. Ну, по классике. Социалка, она там проблематически всегда присутствует на любых выборах, любых там компаниях. То есть по мере чего угодно будут люди недовольны, недостаточно денег, все дорого, транспорт ходит плохо, свет не горит на районе. Это всегда будет. А вот на первом месте война и бусификация. И, конечно же, оно в фокусе у них внимания. Но я не верю, что у них есть хоть какие-то, сколько-нибудь вразумительные планы, как решить это противоречие неразрешимое. Как и рыбку съесть, да?
и на вот это самое народное возмущение не сесть. Но нету, потому что людей в мясо гнать надо, иначе фронт рухнет, обязательства, взятые перед европейскими дорогими партнерами, будут нарушены. Возникает через один шаг тоже неиллюзорные перспективы потери власти и еще и потери власти со всеми вытекающими самыми драматичными. И в данном случае криминальное обвинение, да, юридическое преследование будет мягким вариантом. Там может быть до чего угодно. Да, если все рушится, обваливается, и анархия процветать начинает. Поэтому, а другая сторона, что они видят проблему и боятся, что оно и само собой взорвется уже. Потому что тоже прекрасно видят индексы настроений. Что так называемые классические индексы ожиданий и классические индексы пессимизма зашкаливают. Это как двигатель автомобиля, ушедший в красную зону. Он уже кипит, все, там уже нормально уже не будет. Уже все поведет, перекосит и иже с ним. Поэтому, конечно же, они это все видят. И это ситуативный антикриз. Все эти вбросы, заявления. Что такое Федоров придумает? Вот скажите мне, что можно придумать, чтобы количество отправляемых на фронт не снижалось, а выглядело это все иначе? Ничего придумать нельзя. Через Дию отправка. И что? И что изменится, если будете вы через Дию это отправлять? Начнете вы блокировать счета и все остальное. Еще больше зажмете людей. Будут они еще глубже под лавками и в подвалах сидеть. И на улице. И чего? Изменится это? Вы утилитарно как-то проблему решите по части комплектации фронтовых частей? Нет. Так тоже ведь не может продолжаться. Город Запорожье тоже прифронтовой. Мужику 49 лет. Он надевает женскую куртку, парик, чтобы кофе пойти купить. 49 лет. Кофе хочется. Да. В этом возрасте это и семья, и дети, и все. Судя по всему, раз он так делает, ему никто не может принести кофе, он, наверное, отправил семью и детей в Европе, наверное, сидят где-то. Поэтому он там один, так сказать, кочует. И жена бы при живой жене дома вряд ли... Ходила бы, да. Вряд ли ты так будешь наряжаться. Но это, конечно, шутки шутками, но это позор. Это унижение человеческого достоинства. Это трагедия, а не позор. Это трагедия, к сожалению. Слушайте, повторюсь, эти мыши будут продолжать плакать о колодце. Я абсолютно убежден. Потому что речь уже про их личные гарантии, про их личные обязательства, про их личное будущее. И они, конечно же, живут, опять же, в бинарной парадигме. Первое, хочется сохранить власть, хочется, чтобы все было как сейчас, жирно, сладко и красиво. Но при этом хрен с ним, пусть вот это все навернется, лишь бы я там выжил, сохранил и как-то пересидел и сохранил себя для будущего. Вот это две параллельных сценарных линии, и они работают и там одновременно. Сейчас про депутатов давайте поговорим. Сейчас очень такой момент интересный. Юзик вчера вроде как был на заседании, там мне говорят, приехал, но его до этого снял ткач в его испанской квартире. Какое место занимает этот эпизод вот в этом разворачивающемся скандале, где условный Сорос побеждает условного Зеленского? Имеется в виду, в каком плане побеждает? Сейчас там вот это идет бойкотирование, типа то, что правительство, Свириденко, а Свириденко подразумеваем Ермак и Зеленский. Да. Тут как бы Ермак никуда не делся в этом отношении. А то, что она подает какие-то инициативы, то, о чем они договариваются, берут обязательства, Рада как бы так вот очень со скрипом и, в общем, саботирует и не поддерживает. Не делают, просто не делают. Получается очень интересный момент. Да? Сейчас вот это противостояние, парламентский кризис его именуют. А как вот эта история сейчас накладывается и встраивается в это? Потому что, давайте честно, очень уж какой-то он был растерянный, очень уж он с этими яйцами, с этой то ли сангрией, то ли пакетом оливкового масла, то есть с женой, все какие-то перепуганные в Испании, что их там к ним подошли. То есть, если все хорошо, как он утверждает, да, непосредственно, и все там с разрешения, и отпуск за свой счет, и Стефанчук подписал, и все нормально, да и плевать, что там Зеленский всем остальным запрещают уезжать, ему типа можно. Тема о том, что друзьям можно, не друзьям нельзя, это слабая с точки зрения
ну, как бы политического процесса и политической интриги. А вот его растерянность, ну, не объясняет. Чё так перепугался Юзик? Слушайте, ну, во-первых, он бы не поехал, если ему Зеленский не разрешил бы. Сидел бы он себе и сидел в Испании, как бы, и не шебуршал, что называется. Это отражение, конечно, серьезного переговорного процесса, который идет сейчас. Мне уже с неделю как настойчиво об этом говорят. Это, конечно же, вся история про ширку в парламенте, про широкую коалицию. Это, конечно, вся история про новый Кабмин. Зеленского конкретно так жмут на эту историю. Но есть действительно очень много факторов. Здесь, опять же, кстати, наши коллеги писали об этом, о том, что американское лобби в украинском парламенте сильно. Именно американское. Это не равно вот эта антизеленская коалиция, на самом деле. Это скорее влияние большое Арахами, Буданова на фракцию «Слуг», на фракции отдельно, точнее, депутатские группы типа Майбаха, на Давиру, да. Вот. При этом есть действительно и Порошенко, и Тимошенко, и часть «Голоса», и часть, конечно же, людей, которые внутри «Слуг», и бывшие ЛПЗЖ в виде Столара и Левочкина с Бойко. Конфигурация сложная. Задействованы внешние. То есть там ведь есть глобалисты. Вот условный Сорос – это глобалисты американские. Есть глобалисты европейские, есть британцы, у которых своя абсолютная игра. Есть Штаты. Ну, вот, кстати, то самое голосование, по-моему, 10 марта, если не изменяет память. Ну, по моей информации, все-таки это была история про американское посольство, которое, ну, поставило блок на то голосование. То, что сейчас Юзик припхался из Испании, перепуганный, действительно ошарашенный, это, конечно же, история, что ему сказать: слушай, ну поедь, давай поедь, потому что иначе сейчас они начнут тут всю лавку разносить, имеется в виду на бой, я так понимаю. Попытка договориться, вне всякого сомнения. Попытка договориться, и ошарашен он может быть только в одном случае, если начал чувствовать, что его сейчас просто сдадут. Просто сдадут и сделают крайним. И, видно, поступила команда ехать, и он был перепуган, что его просто повяжут, закроют. И счастливый сейчас укатил, но вроде бы говорят, что опять должны позвать. Практика говорит, что если тебя начинают регулярно вызывать, заканчивается это обычно плохо, сменой статуса, что называется. И вручат этому подозрение, думаю, подозрение там не резонно. А историю, я так понимаю, пытаются они разрулить с этой амбарной книгой «Слуг народа», они пытаются ее как-то вырулить. Ну, я думаю, что попытка договориться, очертить круг козлов отпущения и оставить в покое остальных. Вот я думаю, что с этим связано, потому что, ну, реально, там 7 десятков человек в «Слугах» и больше 100 депутатов имеют там подготовленные подозрения вообще в парламенте. Это каждый третий, грубо говоря, ну, там почти. То Так, есть... к чему это приведет? Подождите, и как это встраивается в стратегию исхода американцев? Ну, или не стратегию, а большая вероятность, если за апрель ничего не произойдет, и там Зеленский отбивается, вообще в эту конфигурацию. Смотрите, вы же выше сказали, выборы пытались продать на осень 26 года, перевыборы Зеленского, давайте откровенно говорить, не получилось. С Донбассом вот эти все возня, ну, тоже очень все спорно, понимаете? Ну, имеется в виду, вы уйдете, не уйдете, а вы там гарантии утром, вечером, стулья нет вечером, нет деньги вперед, какая разница? Ну, то есть, понимаете, как вот эти процессы нам отражают финализацию войны? Финализации войны я пока не вижу, от слова совсем. Что до украинского парламента, уход Штатов, пауза штатовская в переговорах не означает уход их из украинской политики. Надо понимать. Даже если они прекратят поставлять разведданные, это не будет означать, что их клиентела, в том числе в украинском парламенте, вдруг сменит прописку и собственников. Вот вообще аж никак. При том, что надо ведь понимать, что та же Британия, которая располагает сразу несколькими проходными кандидатами на президентские выборы, это и Зеленский, это и Залужный, да, парламентских проектов партийных не имеет на сегодняшний день, собственно. И группы влияния и поддержки своей парламентской не имеет. И приходится им иметь дело с персонажами, повторюсь, теми же, которые готовы продаваться и в штатовскую сторону, и Парижу, и Берлину, и Лондону. Ну, как Порошенко и Тимошенко, которые уже везде побывали, всех объехали, везде всем поклонились. Или там бывшая фракция «Голос». Или все эти, будем говорить прямо, соросята. Конечно же, они на семейство Соросов ориентированы.
Но USAID почил в БОЗе. Программы финансирования от Демпартии, которые шли, почили в БОЗе. Они побежали выпрашивать деньги у Пинчука, у Фиалы. Пинчук при этом совершенно точно ориентирован на Лондон. Это совершенно понятная история. Фиала в меньшей степени на Лондон ориентирован. Поэтому разброд и шатание. Вообще непонятно, чем эта конфига вся вырулит. Просто все они решили, что давайте, наверное, вот сейчас сварганим на коленке широкую коалицию, все туда пойдем, соберем новый Кабмин, все получим, как каждая сестра по Сергею получим, и все успокоимся немножко. Вот явно вот такое, мне кажется, коллегиальное, консенсуальное решение какое-то, консенсусное, с которым очень не согласен Зеленский и очень не согласна группа поддержки Штатов в лице Буданова и Арахами. Вот прям совсем не согласны. Выходит Подоляк, говорит, значит, четкие гарантии безопасности, остановка войны, стоим, где стоим. Вот такие условия. Выходит Зеленский, говорит, Россия ядерная держава. Какие у нас должны быть гарантии безопасности? Это Ядерное вообще... оружие, ну и НАТО, никто нам этого не предлагает. То есть сейчас, я так понимаю, сознательно вот этими заявлениями, ну, я даже не хочу обсуждать, вот знаете, Тут нечего. я не хочу обсуждать адресность. Да? Вот все же как принято говорит. Сидят умные эксперты и говорят, это заявление сделано на внутреннюю аудиторию, а это заявление сделано на внешнюю аудиторию. Нет, это все стерто. Все заявления идут в одну копилку, в одну корзину. И это часть одной большой стратегии. Нет там дебильных украинчиков, которым там чешут по ушам, и великих господ там британцев. Все слушают это и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке. Но так зачем, скажем так, вот так продавливать эту позицию? Зачем сейчас эти заявления? Я смотрел на Буданова, опять-таки, на фоне вот этого бреда информационного, что являются собой заявления Зеленского, вот эти свежие. Нервный Буданов. И у журналисты говорят, что ты там, как там? Он говорит, в смысле переговоров нет, а я откуда приехал? Так там же трехсторонний, говорит, так вот запланирован двухсторонний. А вы верите, что все получится? То получится, я никогда не берусь за то, что не получится. То есть Буданов, видно, что он раздражен, он отшивает журналистку, все нехорошо, но он делает и старается гнуть свою линию, но какую вообще непонятно. Буданов главный бенефициар мирных соглашений, потенциальный, политический. Он ориентирован на Штаты, его ключевой партнер и бизнес, и политический Давид Арахамия, но Арахамия не претендует, не имеет электорального, скажем так, рейтинга какого-то. Его никто никогда и не мерил, по-моему. Это дуумвират потенциальный, а не главные бенефициары мирных соглашений. И на их глазах вот все, что они себе придумали, особенно заводя Буданова на этот пост, а его укатывали долго. И я знаю, что путь не был усыпан розами. Он, как я понимаю, так довольно сложно принимал это решение, как мне рассказывают. А сейчас ничего не получается. На что они думали, что сейчас они впрыгивают в уходящий вагон в прекрасное будущее. Сейчас будет мир, стоп-игра, выборы, все дела, растущий рейтинг. Он глава администрации и ключевой переговорщик вместо вместо Ермака. Алла Борисовна колдует там что-то, что его не произносили, не вспоминали. Вот. А вон как все выкручивается. Сейчас, он сейчас превращается в британскую королеву Буданов, потому что его мало празднуют. Не он строил эту архитектуру. Архитектура действительно во многом по-прежнему ориентирована, но не то, чтобы на Ермака. Конечно, по-другому к нему относятся. Конечно, с меньшим вниманием относятся. Но все равно он через Зеленского этими ниточками дергает по-прежнему. И понятное дело, что Штаты там переформатировали силовые ведомства, в целом переключив под себя. Но тоже там еще большой вопрос по ГУРу, по сварке, войдет туда поклад или не войдет на СВР. То есть, много вопросов еще. Но смысл-то в том, что Буданов, он даже не сидит, мы обсуждали это в кабинете главы администрации, он сидит в шефировском кабинете и понимает, что он сидит чисто на птичьих правах каких-то. И, конечно, он нервничает. И вот этот переговорный трек, который явно сворачивается, потому что Зеленский это все заявляет, чтобы просто никаких переговоров и не было. Это очевидно совершенно. И для Буданова это, конечно, гаплык.
Для него это прям вот удар Ну по так а нему. как И он понимает, можно? что пройдет полгода, его обнулят просто в политическом смысле. Нет, ну так как Сделают его можно? правильно и Надо поставят брать, теперь. брать отрядик, захватывать почту, телеграф, По классикам, да, я такой, ну а как? вокзалы. Да. Вокзалы, да. Ну как? Ну вот так. А что? Это ж ГУР, это ж наши ребята, скажут на Кому одном вы вокзале. призываете, Александр? Нет, на одном вокзале скажут, на другой почте. Смелянский скажут, пошел нафиг, Смелянский, ты нам никогда не нравился, скажут почтальоны. И Караул все. устал, да, караул устал, я понял. Ай. Ну, мне, честно говоря, тоже будет интересно это понаблюдать. Ну, Будет понятно, что я ли, утрирую, где-то ерничаю, но понятно, смысл-то будет в ли, вот этом. в этом смысле, будет ли негласное даже согласие Штатов на вот разрешающие какие-то экзистенциальные такие шаги, я не уверен. В том смысле, что Штаты, я уверен, вот если руководствоваться, возвращаясь к началу нашей дискуссии, нашего диалога, точнее, истории про тот самый доклад, где американцы все-таки вот сейчас собираются на время выборов выйти, но потом вернуться, да не нужна им нестабильность здесь, понимаете? Не нужны им никакие отрядики на телеграфе, вокзале и же с ним. И зимние они брать не позволят. Ну, даже заходить в него на Банковую не позволят просто. Поэтому и сидит грустно Буданов. А где-то в тишине грустит Арахамия. Он, конечно, понимает, что большие деньги любят тишину. Не до такой же степени. Михаил Павлев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся.